День добрый, господа! Сегодня у нас будет небольшой видос технического характера. Мы не играем в XCOM, а мы пытаемся ускорить XCOM. Я думаю, ни для кого не секрет, для тех, кто играет в XCOM с кучей модов, особенно в Long War с кучей модов, например, в мою сборку Ultimate, что игра может вылетать. Особенно она любит это делать на крупных миссиях, на штурмах баз, где 40 плюс врагов. Игра любит частенько под конец миссии взять да вылететь, а потом еще и может не загружать сохранение. Известная, в общем, проблема. Я вам честно признаюсь, я так и не нашел окончательного решения и подозреваю, что просто его и не найду, потому что это, скорее всего, косяки самого мода Лангвара или, может быть, вообще косяки движка XCOM. Точно я не знаю, подозреваю, что там что там есть утечки памяти какие-то, которые, если ты не программист, там, не знаю, 80 уровня, то это никак не исправить. Но мы попытаемся сделать так, чтобы у нас игра хотя бы не тупила. Знаете, на миссиях с дождями, на миссиях там, где у нас 40 плюс врагов, она может подтупливать знатно так и на наших, и на вражеских ходах. А также попробуем снизить количество вылетов в лейтгейме. Результат я не гарантирую, но, возможно, кому-то это поможет. Во всяком случае, у меня точно игра стала как-то пободрее, повеселее, субъективно. Загрузочки чуть-чуть ускорились, так процентов на 20. И вообще пропал тупняк на миссиях. То есть, знаете, когда переключаешься между бойцами, тупничок такой есть, он точно пропал. А по вылетам не знаю, у меня, в принципе, и так игра почти не вылетала. Не знаю, один раз буквально вылетела за 40 серий. И вы видели, в принципе, этот вылет все. Окей, давайте все, без лишних слов перейдем к пунктам. Я пройдусь от самого простого к самому сложному. Возможно, что-то у вас не получится сделать, но если что-то получается, то обязательно делайте. Это может помочь. Итак, начнем с того, что если у вас есть SSD-диск, твердотельный, да, жесткий диск, и у вас есть на нем 150 гигабайт свободного места, то XCOM, конечно, желательно поставить на него. Это должно его ускорить. Компьютер будет обращаться напрямую к файлам игры через твердотельный диск, и игра будет побыстрее, пободрее. Это точно не повредит. Но у меня, к сожалению, на твердотельном всего лишь 50 свободно, поэтому XCOM у меня не влазит туда. Я, конечно, такое не делаю. Но если у вас побольше объем памяти, есть там 500 или больше, то, конечно, ставьте лучше на твердотельный. Это должно помочь. Так, здесь мы ставим плюсик, отлично. Дальше настроить файл подкачки. Смотрите, что это такое. Мы пишем в поиске «Система». В принципе, мы ее нашли. «Система». Я не буду, кстати, делать для Windows 7 и для более устаревших моделей. Там, ребята, не знаю, сами загуглите, где этот файл подкачки лежит. Я сделаю для десятки, так как у всех десятка. Мы набрали в поиске «Система», открыли такую вкладочку. Здесь нам нужно зайти в дополнительные параметры системы. Быстродействие, у нас сразу видно. Нажимаем сюда, дополнительно. И здесь у нас есть виртуальная память. Заходим сюда. И здесь мы сможем настроить файл подкачки. У вас, скорее всего, будет стоять галочка автоматически, вы ее можете снять. И для всех дисков желательно настроить этот файл подкачки. Что это такое? Этот файл будет использоваться, если у вас кончается оперативка. То есть, например, XCOM жрет оперативку. К примеру, он в каких-то миссиях крупных или еще где-то, допустим, будет перепрыгивать лимит вашей оперативки, сколько бы ее там не было, там 8, 16, у меня 16, например. Если ему не хватает ее, он воспользуется этим местом на этих дисках, которые вы ему выделите. И я рекомендую ставить на ваш основной диск, например, твердотельный, стока, например, то есть 2 гигабайта, да, обязательно значения одинаковые здесь должны быть. Не ставьте много, 2 или 4 это предел, все достаточно. И у меня, допустим, есть другой диск, на котором просто лежит все, в принципе, все, что там может быть не твердотельный. Я на него ставлю 4, Все, больше ставить я не рекомендую. И обязательно ставьте одинаковые. Не факт, что это вообще используется, не факт, что это работает, но людям, у которых не хватает оперативки, например, у вас 8 гигабайт оперативки или, упаси боже, 4, вам точно нужно сюда заходить и точно нужно это проставлять. Без этого вообще никак, особенно с модами. Обязательно ставьте здесь. Если у вас, кстати, 4 гигабайта оперативки, я вообще не уверен, запустится ли у вас XCOM, но если у вас он запускается, то здесь вам, наверное, даже 8 стоит ставить. Наверное, даже так. Про файл подкачки рассказал. Это может быть поможет, может быть нет. Ставим плюсик. И идем дальше. Следующая штука — это утилита для очистки памяти. Ссылка и вообще все, что здесь есть, вы найдете в описании к видео. В данном случае ссылка на эту программку. Давайте мы ее закинем.
Когда вы на нее нажмете, вы попадете вот сюда. Здесь вам нужно мотнуть вниз и вот этот файлик нажать, то есть скачать ее сетап, да. Когда вы ее скачаете, установите эту утилитку, она выглядит вот так, memredact. Вам нужно будет сразу же нажать файл, настройки. В основных можете поставить русский, если вам нравится русский, можете английский. И вот здесь вот в очистке памяти вам нужно будет настроить время обязательно. То есть я не помню, что там поначалу стоит, но ставьте, в общем, каждые либо там 60, ну, либо 90. Вот у меня, например, 90 минут. Ставите галочку и все, и закрыть. И она как бы работает. Эта программа раз в 90 минут, она будет очищать вашу память. Видите, здесь несколько разных видов. Там кэш, виртуальная, физическая. Она ищет то, что давно не использовалось, и чистит это. Так как в XCOM, особенно в моей сборке, много модов, моды делаются не опытными программистами, любителями. Скорее всего, там есть утечки памяти. И вот эта программа все вот эти утечки раз в 90 минут, ну либо раз в 60 минут будет убирать у вас, тем самым экономя ресурсы вашего компьютера и не позволяя как бы разжираться XCOM. Потому что у меня есть подозрение, что вот, например, вылеты, скорее всего, происходят из-за того, что просто тупо памяти не хватает, что XCOM, если вы долго в него играете, сжирает очень много памяти, ему потом в какой-то момент ее мало и происходит вылет. Вот эта штучка может помочь. Так что пользуйтесь, ставьте ее. Единственное, только я, ребята, ее ставлю только когда играю, потому что у меня она еще и фигму чистит, мне это невыгодно. Вот, про это тоже рассказали. Утилитка, да, это была? Давайте дальше. Мод. Ссылка на этот мод будет тоже в описании. Мод этот выглядит вот так. Tactical State Cleaner. Я быстро объясню вам, что он делает. Он находит неиспользуемые какие-то тоже данные в XCOM. В данном случае, вот здесь, если вы почитаете, он находит данные о предметах и трупах, которые когда-то присутствовали в вашем прохождении, но уже не используются. Вот XCOM зачем-то хранит все эти данные, они тоже сжирают память, тормозят вашу игру, и они уже не нужны, так как этих трупов уже нет, они уже проданы, там, или предметы эти уже потеряны, но данные хранятся. И вот этот мод это все дело чистит. И по идее, в поздней стадии игры он должен уменьшить количество вылетов. Вот. Ну, не знаю, работает это или нет, но вот люди пишут, что тупники, например, на карте компании точно пропали. Вот. В поздних стадиях игры. Так что мод полезный. Все, у кого есть Steam, нажимаем подписаться, качаем его, не паримся, да. Весит он очень мало, как видите, ну и, возможно, решит какие-то проблемы. Те, у кого пиратка, мы просто что делаем? Заходим на ссылочку, копируем вот это название, пишем download Sky mod. И первая ссылка, которая у вас выпадет, вот вы можете скачать этот мод просто файликом, закинуть в модс и все, и добавить его к себе. Вот, возможно, он тоже поможет. Возможно, вылетов будет меньше. Все это не точно, потому что я тестов не проводил никаких, как бы и не собираюсь. Я не опытный программист, но вот говорят, помогает. Так, и мы переходим к самому непростому, но и, скорее всего, самому действенному пункту этого гайда. Это оптимизация настроек графики через конфиг игры. Вот, спасибо большое Дмитрию Березову за то, что поделился этими настройками. Мне они реально помогли. Немножечко загрузки стали быстрее, так по ощущениям, процентов на 20. И самое главное, исчезли тупники, которые, знаете, бывали в XCOM при нашем ходе или при ходе противника. Особенно вот на картах с дождями, не знаю почему. И всегда, если шел дождь у меня на карте, все время были какие-то тупники странные. И вот когда я это прописал, тупники эти все исчезли. Еще я подозреваю, что это, возможно, влияет на вылеты. Возможно, их станет меньше, но это не точно. Потому что я затестить сам не смог. У меня вылетов и так всегда как-то было мало. Вот, но у людей у разных бывает много. Вы, собственно, и затестите. Может, мне в комментах и напишите, помогло, не помогло. Так, давайте этим займемся. Где это находится? Смотрите, нам нужно зайти в игру. Не в игру, вернее, а в директорию игры, где бы она у вас не лежала. Я покажу на примере пиратки. Если у вас Steam, то, собственно, у вас тут будет Steam, и потом идет XCOM 2. Нам нужно провалиться в War of the Chosen, Engine, config, и нас интересует вот этот вот config base engine. Смотрите, перед тем, как что-либо делать, мы обязательно делаем резервную копию. То есть мы его копируем, Ctrl-C,
И вставляем, ну, на рабочий стол, например, да. У меня уже есть такая резервная копия, у вас ее нет, вы ее обязательно сделаете. Если у вас что-то сломается, если игра перестанет запускаться, вы просто вернете его, и все будет окей. Вот, открываем этот файлик. Также мы открываем настройки. У меня это текстовый документ. У вас вот эту вещь вы найдете в описании к видео. Вот прям в таком виде я ее туда и запихну. Смотрите, сразу оговорка. Все эти правки вот этого engine, они рассчитаны для компа, у которого 16 гигабайт оперативки, 4 гигабайта видео и 4 ядра процессора. Хотя бы. Или больше. Вот. Если у вас характеристики поменьше, то вы обязательно обращайте внимание на приписки, которые есть в этом списке, и регулируйте в соответствии с ними эти настройки. Ну, давайте на деле разберемся, как это происходит, редактирование. То есть мы берем первую часть какого-то выражения, копируем ее и через Ctrl-F, вот я сейчас нажал Ctrl-F, я нахожу эту строчку. Вот я нашел эту строчку. И мы выставляем значение, которое, собственно, нам надо вот здесь. То есть у вас, скорее всего, будет true, мы ставим false. Прекрасно. Идем дальше. Находим вот эту штуку. Вот они, 4 здесь и 4 вот они идут. У вас тут, скорее всего, будут какие-то цифры, ну, типа там как-то вот так вот. Вы просто все ставьте по нулям. Все как указано здесь, то есть 0, 0, 0, 0, 0. Дальше вот здесь находим эту штуку, тоже ставим false. Все вот эти точно так же вы просто находите и выставляете, что написано здесь. И вот интересная настройка вот такая. Давайте найдем ее. Physics. Здесь я оставил приписку, что вот эту штуку мы ставим только в том случае, если у вас видяха больше, чем на 4 гигабайта. Если у вас памяти видеокарты меньше, чем 4 гигабайта, то вообще не трогайте эти настройки, иначе у вас игра может перестать запускаться, только если 4 или больше. Как узнать, сколько у видеокарты у вас, на сколько памяти, да? Для этого мы тыкаем на рабочем столе на вторую кнопку, параметры экрана, дополнительные настройки дисплея, и вот здесь вот вы найдете свойства видеоадаптера, тыкаем, и вот, пожалуйста, используется видеопамяти, в моем случае это 6 гигабайт. У вас тут может быть 4 с чем-то, там 2 с чем-то, вот так вот вы узнаете. У меня, видите, 6, то есть у меня нет проблем, я ставлю вот это. Окей, идем дальше. Вот это вы все поставите сами, здесь нечего комментировать. Это мы расширяем количество оперативки, которые даем игре. И вот здесь, смотрите, интересный пункт вот такой есть. О нем стоит сказать. Это то, сколько мы даем ядер игре использовать. Ну, как я понял, не знаю, какой-то трэш-холд по количеству ядер, чтобы чуть-чуть лучше она использовала наш процессор, а не на одном ядре все висело. Вот, и здесь нужно выставлять значение, равное вот сколько в вашем процессоре ядер минус 2. Вот у меня ядер 6, 6 минус 2 4, вот я 4 и поставил. Если у вас 4 ядра, вы ставите 2. Если у вас меньше, чем 4 ядра, вы вообще не трогайте эту настройку. Вот сколько стояло, пусть столько и стоит. И все, просто ее не трогайте. Где посмотреть количество ядер? Это надо нажать Alt-Ctrl-Delete, вызвать диспетчер, нажать производительность, и вот здесь будет написано, сколько ядер. Вот у меня в данном случае 6. Так вы узнаете количество ядер, вычитаете из них 2 и ставите сюда. Если у вас меньше, чем... даже не знаю сколько. В общем, если у вас очень мало ядер, там 1, 2 там, или что-то такое, то вы просто не трогайте эту настройку, как у игры стоит, так и пускай стоит. Окей. Здесь тоже сами найдете, сами поставите. И вот этот вот последний пункт, его, по-моему, в этом файле нет. Да, его в этом файле нет, вы его здесь не найдете, это мы чуть позже к нему вернемся. Окей, вот мы все это подредактировали, да. Сохраняем все, что мы тут наредактировали. Так, не туда, давайте еще раз его найду для вас. Game. Нет. Engine, config. Вот он был наш base engine. Когда мы его подредактировали, мы нажимаем на него вторую кнопочку, свойства, ставим только чтение, применить. Окей, все, он у нас, ну, чтобы игра сама его не изменила. Я не знаю, будет она ли менять его вообще или нет, но на всякий случай, чтобы сама игра его не изменила и вот эти наши настройки не убрала. Это мы сделали. Дальше нам нужно зайти в документы, то есть мой компьютер, документы, My Games, XCOM 2 War of the Chosen, XCOM Game, config, и здесь найти конфиг, ответственный за engine. Вот он, XCOM Engine.
Вот смотрите, в документах игра точно создает конфиги, и создает их она по образу и подобию того, что написано в самой игре было. И вот этот вот XCOM Engine, она как раз таки создает из того файла, который мы с вами редактировали. Вот смотрите, мы даже если в него зайдем, мы те же самые вещи сможем найти. Смотрите, видите? Вот многие вещи находятся как раз таки в этом файле, потому что он создавался из того. И вот здесь как раз можно вот эту штуку найти будет. Вот она уже здесь как раз таки будет. Вот, но нас это пока не интересует. Нам что нужно? Нам нужно этот файл удалить отсюда. Ну, я этого делать не буду, но вы его удалите. Этот файл один. Можно вообще все конфиги удалить, но нас интересует он. Удаляем его и заходим в игру. Когда вы зайдете в игру, этот файл чудесным образом появится. И вот когда он появится уже в соответствии с тем, что вы вот это вот все выстраивали. То есть вы зайдете в игру, выйдете из нее, можете даже убедиться, зайти в него, проверить, что он создан. Давайте вот это и сделаем. Вот представим, что я сейчас зашел, вышел. Он у меня как раз таки создался. Так, где он? XCOM Engine. Вот, он создался, и как видели, вот я любую настройку отсюда, если я буду брать, она у меня уже будет применена такая, какая здесь, потому что он взял за основу то, что мы вот меняли, да. И здесь можно еще дополнительно вот эту штуку поменять. Я не знаю, на что она влияет, но вроде как типа с ней тоже хорошо. Единственная проблема, что она меняется, видите, в этом файле конфига, ее не получится навсегда изменить. То есть каждый раз, когда вы по той или иной причине почистите конфиги, вам надо будет снова зайти в этот файл и снова здесь поставить 0. Как у меня, видите, не было нуля, вот я зашел, поставил 0. Окей, и все, в принципе, это мы сделали. Можете зайти в игру, потестить, поиграть, там что-нибудь загрузить и посмотреть, стало ли быстрее. Или вообще все это фигня. Вот, но у меня стало быстрее, как бы, ребят. Тут еще какая оговорка. Если у вас вдруг ни с того ни с сего, например, перестанет запускаться игра через лаунчер, у меня такое, кстати, было, когда вот я все это проделал, у меня перестала запускаться игра через лаунчер. Возможно, надо перезагрузить компьютер. Вы перезагрузите, еще раз попробуйте нажать, и, скорее всего, у вас загрузится. И все будет нормально с этого момента. Но вот было такое замечено. Если у вас вообще перестала игра запускаться, я не знаю, или она стала вылетать, а раньше она не вылетала, то, возможно, что-то вот с этими настройками не так именно в вашем случае. И тогда, возможно, стоит воздержаться от части этих настроек, либо вообще от всех этих настроек. Собственно, поэтому мы и делали вот эту резервную копию. Просто верните все, как было, на круги свои, да, и не парьтесь. Вот, но мне эти настройки помогли, поэтому вот, надеюсь, вам тоже они помогут. Игра пободрее стала, чуть-чуть пободрее. Хорошо, с этим мы разобрались. Конечно же, видео про ускорение игры мы не можем обойти стороной тему графики, настрой графики в игре. Вот, пожалуйста, я вам открыл, допустим, свои настройки. При моих данных моего компа мне вот это комфортно. Я не буду здесь долго как бы рассказывать, что вам там куда включать. Я думаю, в комментариях найдутся куда более знающие эксперты, которые расскажут, что тут на что влияет и что лучше делать. Я коснусь только буквально 3 настроек. Вот сглаживание. Я вообще всегда во всех играх всегда его отключаю, потому что, ну, я не вижу никакого смысла в этом сглаживании. Оно нагружает, а картинку, по-моему, только портит. Я всем вот вообще рекомендую всегда его отключать. Тени затем, смотрите, качество теней то же самое. Практически во всех играх одна и та же история работает, что различные высокие, ультра и прочие настройки теней, они не сильно-то красивее делают картинку, в отличие от средних, но при этом жрут очень-очень много. И поэтому тени вот тоже до среднего вполне себе можно опускать. Большой разницы вы, честно говоря, не заметите, особенно в играх типа XCOM. И знаете, что еще? Фильтрация, да, вот фильтрацию я точно так же терпеть не могу, так же как и сглаживание, и всегда просто убираю ее в 0. Жрет она много, а толку от нее никакого, так же как и от сглаживания. Вот, буквально вот эти 3 настройки. Все остальное ставьте сами как хотите, сами там с этим играйтесь. Я не такой большой спец в этом, вот указал вам только эти 3 момента. Так, готово. Двигаемся дальше. Дальше у нас идет обновление комьюнити Highlander. Это очень важный мод. Если вы используете моды, особенно если вы используете Longvar, то вам обязательно Longvar просит у вас вот этот мод. И в моей сборке
по дефолту сейчас идет, по-моему, 23-я версия, да, в следующем патче у меня тоже будет уже 24-я, но если вы хотите пораньше, то проверьте, какая у вас версия, и поставьте 1.24. Здесь та же самая логика, собственно, если вы в Steam, вы просто подписываетесь на эту версию, ну, либо качайте ее, если не хотите подписываться через Steam. То есть мы просто пишем, вот у вас сразу же SkyMods выпадет в Яндексе, либо в Гугле. Вот она, пожалуйста, 1.24. Качайте и играйте именно с последней версии. Она вроде как, тоже я вот не знаю, не точная информация, но вроде как говорят, это все немножко ускоряет работу игры с модами. Возможно, это тоже поможет. Вот такой пункт есть, мы его тоже выполнили. Ну и, собственно, все, на этом гайд как бы заканчивается именно по каким-то настройкам. Дальше я могу дать вам только некоторые рекомендации, которые лично мне вот помогали избавляться, ну и многим людям. Вот смотрите, если у вас, несмотря на все вот это, ну не знаю, компьютер слабенький или там винда 7, все равно игра подтупливает, то я рекомендую вам вообще не использовать мою кастомизацию. Вот эти вот, сколько их там, 60 или 80 модов на кастомизацию, это все довольно нагружает. Если у вас проблемы с игрой, ну, придется от чего-то отказываться, откажитесь от кастомизации. Будет проще, загрузки, по крайней мере, точно станут быстрее в 2 раза. Также вот этот мод, особенно я его выделю, General Revamp, найдете там его в списке, ну давайте найдем для вас. Просто пишите в поиске Gen, не нашли, а если Revamp, да что ж такое, ну давайте так его найдем, ладно. Advent General, почему не находился, странно. Вот этот мод, вот так он называется, Advent General Revamp. Вот в этом моде очень странные модельки используются, меши. Сам мододел очень странные меши использует. Они очень много весят. Там чуть ли не по 200 мегабайт. Просто моделька одного этого генерала весит. Очень они громоздкие, очень какие-то они не оптимизированные. Вот этот мод тоже желательно отключать, если у вас проблемы с производительностью. Вы, конечно, очень много контента, очень классного скипаете, но вот он реально сильно нагружает. Замечено такое было. Тоже его отключайте, если что. Вот, и такая еще рекомендация вообще для всех. Если вы при игре в XCOM замечаете, что вот вы уже играете довольно долго, например, час там или 2, и вам выпала миссия, которую вы предвкушаете, что вы будете делать тоже очень долго, например, штурм базы, сохранитесь, выйдите из игры, зайдите в нее снова и только потом стартуйте эту миссию. То есть не ходите на большие миссии, перед этим не выйдя из игры. Вы как бы обновите кэш, сбросите вот разные счетчики в игре, в модах, которые, возможно, есть, и игра у вас с меньшим шансом вылетит в конце этой миссии. Вот проверено не раз, я всегда так делаю перед штурмами баз, и очень редко у меня случаются вылеты. В большинстве случаев все проходит нормально. Просто ничего сложного, просто перезайти перед долгой миссией, и все. Вот, на этом гайд закончен, надеюсь, кому-то он поможет. Еще раз, ребята, я не гарантирую, что у вас не будет вылетов. Я не гарантирую, что у вас она сразу начнет летать, как, я не знаю, на спидах. Вот, но мне помогло, поэтому делюсь. Еще раз спасибо Дмитрию Березову, что поделился очень многими пунктами из этого гайда. Все, на этом заканчиваем. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, кому-то поможет. Всем пока.